Так, всем привет! Добро пожаловать в нашу компанию SmartTalk с Yes. Значит, мы сегодня будем рассматривать тему TaskFlow, применение в Dynamics 365 Online. Вот, что это такое, зачем это надо и как это использовать, мы с вами это сегодня будем смотреть и пробовать работать. Значит, краткое содержание. Значит, я расскажу, что это такое, как работают это потоки задач, сравнение возможностей TaskFlow и бизнес-процесс Flow, настройка сущности для возможности создания TaskFlow, как создать новый TaskFlow, конструкторы создания, редактирования TaskFlow, условия, которые могут применяться в TaskFlow, бизнес-рулы, загрузка иконки и ограничения, которые есть при использовании TaskFlow. Ну, потом, после этого я покажу демонстрацию в системе, если у нас там будет время, то есть недолго. Вот. Значит, перед тем, как будем так сейчас углубляться в эту тему, значит, кто слышал, кто работал с диалогами, да, мастером диалогов в CRM? Работали, да? Вот, с новеньких кто-то работал с диалогами в CRM? Нет, да? В общем, в CRM есть мастер диалогов, да, который настраивается, вызывается. Он будет предназначен для того, чтобы можно было пользователя вести по некому процессу, да, в зависимости от выбора там, тех или иных значений. Пользователю показывалась та или иная страница, и завершением диалога было создание обновления записи, на котором он был запущен. Да. Вот, соответственно, эти диалоги уже старые, да, которые есть в системе, уже не раз Microsoft хотел их сделать duplicated. Да? То есть идет к тому, что скоро старые диалоги перестанут работать. Соответственно, на замену этих диалогов, как я вижу, да, и мы с вами посмотрим, вы там скажете еще свое мнение, я вижу, что у нас появится новый инструмент, уже появился новый инструмент, который заменит эти диалоги. Да? Вот, он уже намного круче, со своим конструктором, со своими наворотами. Вот, собственно, это мы сегодня и посмотрим. Вот, значит, давайте прервемся по введению. Значит, в CRM-системах должны быть простые в использовании. Один из способов добиваться это использование управляемых настраиваемых бизнес-процессов. Да? То есть, знаем, появились бизнес-процесс-фловы, которые можно по этапам двигать там, сделку, продажи и так далее, да? Настраивать шаги этапа. Вот, собственно, все хорошо, как бы, да? Есть управляемый процесс над большим процессом, так сказать, но нету маленького управляемого процесса, который может помочь работать пользователям. Что это такое? Значит, это такие микропроцессы, которые мы делаем ежедневно в работе в CRM-системе. Это могут быть встречи, задачи, работа с клиентами, работа со сделкой, да, и так далее. Соответственно, маленькие задачи, микропроцессы, их можно тоже, оказывается, привести к аналогу бизнес-процесс-флоу. Вот, соответственно, например, это быстрое обновление информации конференции. Да? То есть, если у вас была какая-то конференция, то есть вы находите ее в CRM-системе, через использование TaskFlow вы можете ввести ту или иную информацию и тем самым обновить эту конференцию в CRM-системе, сделав ее полноценной с добавлением тех или иных данных, которые, можно сказать, в конечном итоге будут завершена. Вот. Ну и так далее. Да? Значит, по сути, любой процесс задачи, который пользователь должен выполнять быстро и часто, можно реализовать через поток бизнес-задач. Значит, следующий момент. Как работают потоки задач? Значит, потоки задач, TaskFlow, да, так синоним, появились начиная с версии 2016. И до версии 9 версии CRM они доступны были только для мобильного приложения. То есть с ними нельзя было работать в веб-интерфейсе, вот, то есть только в телефоне. То есть этот TaskFlow процесс можно было запустить только в мобильных приложениях. Это телефон или планшет был. Да? Вот. Но начиная с 9 версии, мы уже видим, появился сдвиг, значит, они уже, потоки могут работать в новом UUI интерфейсе, так называемый синоним Hub. Это новое приложение, которое настраивается. Да?
Соответственно, все мы знаем, что без рабочей области хаба, ну, то есть UI-интерфейса, мобильные приложения не смогут работать без настройки данного интерфейса. Соответственно, если есть этот интерфейс, можно работать в 9-й версии, это в веб-браузере, да, через UI-интерфейс. Ну и, соответственно, тем самым это будет работать и в мобильных приложениях, и в планшетах. Вот. Значит, Dynamics 365 предлагает несколько преднастроенных task-флоуов, то есть уже в коробочное решение есть такие task-флоу, это автомитинг, follow-up opportunity и update контакт. То есть обновление контактов, встречи и возможность сделки. Вот. Вы можете изменять существующие коробочные версии task-флоу или создавать свои, используя системные и кастомные сущности. Да, то есть можно на любой сущности создать свой task-flow, вот, и с ним работать. Вот. Значит, чтобы вызвать поток задач, нужно кликать на специальную иконку. Как мы видим, да, появился в интерфейсе. Как мы видим, это интерфейс хаба, UI-интерфейса. В нем появилась новая иконочка. Вот она имеет. На стрелке вы видите, как она выглядит. Да? То есть вызвать task-flow можно из любого места. То есть он не привязан, как сказать, конкретно какой-то там сущности, да, так сказать. То есть его можно вызвать из любой области. И потом уже выбрать, соответственно, той или иной task-flow, который связан с той сущностью, над которой он настроен. Вот. Значит, ну, как для примера, давайте мы посмотрим task-flow, который вот есть в коробочном решении, называется «После встречи». Да? Значит, мы выбираем, когда мы нажали в интерфейсе «Вызов task-flow», у нас появляется меню. Вот мы видим выбора task-flow, которые доступны в системе. Вот. Ну, собственно, мы выбираем task-flow, который выделен в рамочке там, автомитинг. Да? И после выбора нам система открывает страницу, стартовую страницу запуска task-flow, в котором мы должны выбрать запись, на основании которой этот task-flow будет работать. Вот. Ну, в данном примере мы видим, что мы должны выбрать некую встречу, которую мы ранее запланировали, да, и пройтись по этапам потока задач по этой встрече, используя мастер task-flow. Вот. Соответственно, когда мы выбрали нужную встречу, мы нажали кнопку Next, и мы попадаем, собственно, на следующую страницу task-flow, да, в котором будут отображаться те или иные поля и этапы мастера. Что мы видим? Значит, мы видим поля из встречи, плюс мы видим поля связанные записи, например, контакта. Да? Вот. И в целом сами страницы, да, так называемые этапы, они могут отображать на себе и имя потока задач сверху, да, могут показывать название страницы и ниже одно или более разделов, каждый из которых имеет название раздела. Для пользовательских потоков задач системных администратор может определять имена страниц и разделов при проектировании и построении потока задач. Вот. То есть мы можем делать надпись на странице, да, название этапа, можем краткое описание писать, мы можем группировать поля в некий специфичный, специализированный раздел той или иной области. Да, то есть, например, если это данные будут по контакте, мы можем назвать контакт инфо, например, и туда все поля вывести. Вот. Значит, потоки задач может редактируемые элементы и поля управления из нескольких объектов. Это означает, что можно на одну страницу вынести поля из, например, встречи и поля контакта на одной странице. То есть мы, находясь на одной странице этого диалога, да, мы можем редактировать одновременно несколько полей разных сущностей. Ну, да. Вот. И таким образом основное внимание уделяется процессу, а не данным. Да? Пользователю не нужно заботиться в том, как данные структурирование приложения, так как поток задач обрабатывает конкретные поля. То есть все это делает система. Да? То есть мы выносим нужные поля, и таким образом на странице того или иного шага можно показать те поля, которые
могут находиться разных сущностей. Есть ограничения, дальше расскажу, какие будут. Ну, мы дойдем к этому. Значит, пользователь просматривает каждую страницу в потоке задач до тех пор, пока не дойдет до последнего этапа страницы. Да, как в старом мастере было там. Далее, далее, далее. И пока мы не упремся до конца диалога, после того, как мы дошли до последней страницы, будет кнопка «Готово», и после этого будут все данные, которые мы вводили, будут сохранены, апдейт произойдет этих сущностей, над которым был запущен этот task flow. Вот. Далее. Так, и еще хочу сказать, что task flow можно запустить, как и диалог, да, старый, можно запустить только на одной записи. То есть нельзя массово запустить там на несколько записей. Вот, значит, пользователь может возвращаться назад по страничкам, да, как мы видим на рисунке, там вот внизу есть кнопка Back и Done, да, то есть получается, это мы уже перешли на следующую страницу, но если что-то, ну, засомневался и нужно что-то изменить, то, что я раньше ввел, я могу нажать назад и ввести, изменить ту информацию, которая мне необходима. Ну, соответственно, кнопочка Done, значит, мы можем завершить диалог, и пройдет изменение в базу, запись пройдет изменение, или же мы можем и отменить просто, нажав крестик. То есть если мы не нажали «Готово», да, в конце, никаких изменений в базе еще не произошло. Крестиком мы закрыли, значит мы просто прервали этот процесс и все. Значит, я дальше покажу вам конструктор настройки этих task-flow. Он очень сильно похож на конструктор бизнес-процесс-флоу вообще. То есть, но есть свои там элементы управления, разницу мы посмотрим. Значит, основные сравнения. То есть процесс task-flow уникальный для пользователя. Это отличает его от потока бизнес-процесса. В потоках бизнес-процессах этап в рамках конкретного процесса является общим для всех пользователей, а для task-flow нет. То есть там может пользователь в зависимости от пользователя может изменяться та или иная информация при работе мастера. Значит, потоки задач параллельны, то есть есть несколько пользователей могут одновременно запускать разные потоки задач на одной записи. Ну, то есть получается, что множество пользователей могут запустить task-flow на одной и той же самой записи, и это процессы будут параллельны. Значит, потоки задач могут содержать редактируемые элементы управления из нескольких объектов. Это означает, что вы можете редактировать данные из нескольких объектов на одной странице. В бизнес-потоках это невозможно, так как каждый этап относится к одному объекту. Вот. Значит, и использование условий. Более гибко, так как оно может быть применено к первичному объекту и любому связанному к одному объекту. То есть мы можем проверять, в условиях проверять значения связанной записи и полей, которых не было на предыдущем этапе. Да? То есть в бизнес-процесс-флоу мы можем проверить условия на основании полей, которые у нас есть в предыдущих шагах. Да? Здесь этого можно проверять, это нет ограничения. Вот. Так, значит, постепенно мы подходим к настройке сущности для создания task-flow. Так как я говорил ранее, можно создавать task-flow на любой сущности, кастомной, да, кастомной, системной. И, собственно, для того, чтобы можно было создать возможность создания такого процесса, нужно выполнить ряд настроек в сущности. То есть мы должны включить стандартный бизнес-процесс-флоу, да, он одинаковый что для бизнес-процесс-флоу и для task-flow. И мы должны обязательно сделать птичку Enable for Mobile. Вот. Но Enable for Mobile, я вот забыл включить ее, и у меня не появилась возможность создания task-flow, не было возможным. То есть получается, что как бы он ориентирован на мобильное приложение, но если мы используем UI-интерфейс новый, да, то в принципе это не означает, что мы можем только в мобильном приложении работать. Вот я дальше покажу на демонстрации, что это работает и в веб-интерфейсе. Да. Значит, вопрос из зала. task-flow может работать без бизнес-процесс-флоу, да? Может работать, конечно. То есть в настройках сущности нужно включить опцию
Да, в настройках сущности нужно включить эту опцию, которая, собственно, позволяет потом создавать потоки бизнес-процессов и task-flow. Вот. В общем, два момента, в сущности, которые нужно включить для того, чтобы можно было создать task-flow. Дальше. Собственно, task-flow создаются из той же области меню, что и процессы. Да? То есть мы заходим в меню процессы, вот, выбираем категорию Business Process Flow, и мы должны указать тип запуска как task-flow. Вот, соответственно, вот, как вы видите на экране, мы выбираем категорию, выбрали тип, собственно, дальше мы схема name указываем и указываем сущность, на которой мы будем его применять. Вот. Собственно, после этого у нас запускается конструктор создания и редактирования task-flow. Как мы видим на экране, конструктор очень похож на Business Process Flow, но у него есть свои элементы управления. Page, условия, ну, они там тоже в BPF есть, поля, лейбл и разделы, да? Метки и разделы. Собственно, для того, чтобы создавать страницы наших этапов по task-flow, у нас создается, вот, добавляется страница, и на страницу, собственно, выносятся уже элементы. Ну, страница, условия и элементы могут. Это поля, метки и разделы. Вот. И таким образом каждую страницу мы наполняем те или иными полями, вот, собственно, и добавляем условия. В зависимости от условия пользователю будут отображаться те или иные страницы, и тем самым можем контролировать ход выполнения этого флоу. Вот. Но сразу скажу так, есть ограничение, что на любую страницу потока задач можно добавить не более 100 полей. Ну, я думаю, этого достаточно для такого создания, для контроля микропроцесса, который создается, этого будет вполне достаточно. Вот. Значит, условия позволяют добавлять в условные ветки потоки задач, как я уже говорил. Может быть применено к любому полю этапа или поля связанного объекта, включенных в поток задач. То есть проверяем, вот, и, собственно, создаем те или иные страницы с теми или иными полями, и тем самым строим процесс работы task-flow. Значит, внимание, можно использовать бизнес-рулы. То есть, как на форумах, можно использовать бизнес-рулы. Это очень классно сделали, придумали, что позволяет то же самое делать, как скрытие полей, да, в зависимости по условию, то есть обязательность полей. Это, что там еще? Ну да, обязательно скрытость полей, и можно создавать несколько бизнес-правил для потока задач. То есть можно создать много также бизнес-правил, как на сущности, да, можно создавать, на форме можно создать. И тем самым функционал похож. Загрузка иконки для task-flow. Значит, мы можем загружать картинку, которая будет отображаться пользователю при выборе task-flow. То есть, когда вот пользователь вызывает task-flow, у него список в task-flow появляется, можно сделать отображение той или иной картинки, тем самым визуально как бы, ну, помочь пользователю выбирать нужный task-flow ему, не читая там название, да, так сказать. Так. Ну, собственно, ограничение, то, что я говорил. Значит, можно выносить поля, редактируемые поля на страницу связанной сущности, но нельзя вынести поля, которые уже идут дальше дочерней связи. Да? То есть можно вынести именно на один уровень. Значит, в офлайне task-flow не работает в офлайн режиме. Только один task-flow есть в системе, который идет в коробочной версии, да, по встречам. То есть нельзя создать task-flow еще один к встрече. Ну, вот так вот сделали. То есть можно изменить существующее коробочное решение task-flow по встречам, так как вам нужно, но второй дополнительно вы не создадите. Нету запуска бизнес-процессов, да, то есть как у нас есть в конструкторе бизнес-процесс flow. Можно сделать на том или ином этапе вызов workflow, и он может либо на начале, либо на завершении этапа запустить процесс, да, тот или иной. Здесь это нельзя сделать.
Значит так, 100 полей лимита я говорил на одной странице. Значит, и тут еще, еще ограничение то, что нельзя сделать обязательным поле для перехода на следующий этап. Да, то есть, если получается в потоке бизнес-процесса, можно указать поля обязательные, которые должны быть заполнены для того, чтобы можно перейти на следующий этап. Вот здесь нельзя это сделать, но здесь нету такой опции, да, настройки полей. Но так как здесь есть бизнес-рулы, то я пробовал, нельзя перейти на следующую страницу, если бизнес-рулом будет указано это поле как бизнес-require. То есть, в принципе, этим можно управлять. Вот. Ну, собственно, мы подошли к демонстрации сейчас. Я вам озвучил, да? Может, есть какие-то еще вопросы? Я забыл, по-моему, страничка... Да. Работает на 9-й версии. Ну, с 16-й версии работает, да. Да. 16-я версия работает только для мобильных приложений. И работает в веб-интерфейсе, работает и использовать UI в 9-й версии. Да. Все-таки как Microsoft позиционирует TaskFlow? Как замену VPF, либо просто вот как отдельную дополнительную функциональность, дополняющую там VPF? Почему? Потому что как бы с точки зрения там, продавца, ну, либо там сервисника, то существующий функционал VPF с визуализацией, когда ты должен выполнить четко определенные шаги, само изображение вот этой ленты, оно очень позитивно воспринимается. То вот здесь совершенно другая идеология. Вот Microsoft что-то пишет про то, как они позиционируют TaskFlow, у них какие-то, обычно Microsoft там указывает, да? Или просто вот замена. Вот вопрос из зала, замена BPF, TaskFlow, либо же, ну, как позиционирует этот функционал Microsoft в использовании в CRM, да? Но, скорее всего, Microsoft позиционирует это как замену старым диалогам, да, то есть они себя изживают, но не как замену Business Process Flow. Business Process Flow направлен на контроль работы пользователя с процессом большим, да. То есть вот, каждый пользователь заходит в ту или иную сделку, у него есть процесс, и он видит, где что находится. Но TaskFlow — это именно направление на микропроцессы. Потому что создается задача, то есть либо прошла встреча, что нужно заполнить. Заходишь на форму, там куча полей, да? Вот. А вот с помощью TaskFlow можно контролировать. Встреча закончилась, какая встреча, тип встречи. То есть там конференция, либо так далее. Ага, если это конференция, то значит ты должен укажи такие поля. И она уже пользователя визуально направляет. То есть именно на это идет позиционирование. Вот так. Еще вопросы? Я вот еще от себя добавлю, да, у меня вопрос возник тоже. Значит, я забыл добавить в презентацию. Значит, можно выполнять настройки security роли. Ну, то есть можно роли применять, да, то есть можно назначать роли, в зависимости от роли будет пользователю доступны те или иные TaskFlow. То есть это тоже управляемо. Так, в презентации есть полезные ссылки, вы можете посмотреть, там есть более обширные какие-то моменты посмотреть. Вот. Но сейчас я перехожу к демонстрации, хочу вам показать. Там есть вопрос из зала, скорее всего, да? Или нету? По-моему, нету, да? Нету. Так, сейчас я попробую зайти.
Так. Собственно, я открываю сейчас демо-версию по этой теме. Dynamics 365, 9 версия. Кстати, как дополнение игрался с мастером бизнес-рулов. Там появился уже шаг. Кто не знает, я писал в нашем в Teams о том, что появился шаг запуска скрипта. И можно написать код скрипта, и он будет выполняться бизнес-правилам. То есть, я так понимаю, Microsoft решил расширить применение бизнес-рулов. Если нету какой-то фичи, ну, стандартной фичи не устраивает, то можно написать код, скриптовый код, и этим самым можно закрыть проблему. И этот код будет храниться не на форме, а в шаге бизнес-рула. Так, ну, смотрим. Значит, у нас открылась стандартный интерфейс, не хаб, да, не UI-интерфейс, обычный. Как мы видим, у нас здесь нету кнопочки запуска TaskFlow, да? Это о чем я и говорил. Потому что мы должны перейти в интерфейс, новый хаб-интерфейс, который уже применяется в 9 версии. Ну, например, мы зайдем в Sales Hub. Вот, собственно, как мы видим, у нас есть кнопка запуска TaskFlow, да, и, собственно, как мы видим, оно работает и без мобильного приложения в веб-интерфейсе, в новом хабе рабочей области. Вот, собственно, по нажатию мы выбираем TaskFlow, которые настроены в системе. Вот. Ну, я отдельно настрою TaskFlow, который для демонстрации на кастомной сущности. Вот, как мы видим, здесь он добавился, и видно вот иконку. Иконку, кстати, если вы добавляете в TaskFlow, она получается размыта. Да? То есть вы добавляете нормальную иконку, как бы, но в CRM она конвертируется и делается вот в таком виде. Вот, поэтому вот так вот сделали. Вот, собственно, давайте посмотрим. Мы можем пройтись например, по стандартному TaskFlow, это после встречи, да, то, что я говорил, мы можем выбрать ту или иную встречу, которая у нас есть в системе. Вот, после выбора записи мы переходим на следующую страницу, вот, в которой, собственно, отображаются поля, которые настроены были мастером, конструкторы, те поля, которые нужны для заполнения пользователя. Вот. Ну, видим обязательность полей, видим остальные поля, которые можно редактировать, заполнять, лукапы и так далее. Что мне не понравилось, ну, что из такого нового? Если этот интерфейс работает в UI-интерфейсе, да, то логично было сделать, чтобы работали кастомные контролы, маски ввода, например. Да? То есть если у клиента в UI-интерфейсе есть маска ввода телефона, и она работает, да, то в TaskFlow она не работает. Соответственно, можно вводить, опять же таки, неконтролируемый ввод этих вот значений. То есть я думаю, что Microsoft, наверное, придет все-таки к тому, чтобы можно было здесь на полях применять кастомные контролы. Пока их нету. Ну, скриптами, кстати, тоже не видел места, где можно добавить сюда скрипт. Вот. Собственно, можно скрипт в рулах использовать, да, как вызова в рула, там код скрипта добавить, вот, ну, как вариант. Вот. Собственно, после того, как мы там заполняем те или иные данные и продвигаемся по страницам мастера, в общем, как я уже говорил, эти страницы в них могут использоваться условия. Если условия соответствуют тому или иному параметру, пользователю будет показываться та или иная страница и применяться те или иные бизнес-правила, тем самым вести пользователя к заполнению необходимой информации и завершению этой такой микрозадачи. Поэтому, как мы видим, здесь всего 2 страницы по встрече. Я прошелся, заполнил данные и все. То есть я могу приступить к другой встрече. Вот. Поэтому я считаю, что это очень удобно использовать такие TaskFlow именно для таких быстрых задач, которые будут направлять пользователя, не теряться на форме, если форма большая, да, например, то его можно таким образом управлять этим процессом, и он будет делать это правильно и так далее. Соответственно, если еще один TaskFlow можем рассмотреть стандартный по обновлению контакта.
То есть, если я создал какого-то контакта быстро, да, какой-то там Василий, там еще какие-то пометки, и все. Я помню, что я создал, то есть я могу его привести в нужный вид. Да, то есть я выбираю, опять же, контакты из списка. Здесь можно тоже выполнять поиск. Можно, кстати, и изменять представление для выбора контактов. Да, то есть я выбираю там мои активные контакты. Могу сделать мои активные контакты, которые я сегодня создал. И я могу тем самым выбрать нужный контакт. Вот, и согласно процессов компании и внести ту или иную информацию в зависимости от типа контакта, да, и ввести, ну, обязательно ввести те поля, которые нужны для компании, как, она, ну, как настроен процесс будет. Вот. Собственно, опять же таки, страницы мастера, контактная информация, обязательные поля. Все, done. Все, я, можно сказать, этот контакт заполнил. И можно сделать так, что если контакт прошел через TaskFlow, можно поставить в нем признак поля, что он обработан через TaskFlow. И можно тем самым создать представление, и эти контакты будут убираться, и у меня всегда будет активный список контактов, по которым я должен пройти и сделать актуализацию данных по нему. Вот. И, например, вот TaskFlow, который на кастомной сущности, да, я создал. То есть, например, это вот какая ситуация? Вот, если было какое-то мероприятие и создавали в CRM-системе тоже через мобильное приложение, например, интересы клиентов по продуктам, да? То есть я в CRM-системе фиксирую быстро клиента и продукт, которым он интересовался. Соответственно, потом я могу это все дело через TaskFlow пропустить и по каждому клиенту внести ту или иную информацию. Вот. Ну, например, опять же таки, если у меня есть записи продуктов, интересов по продуктам, я выбираю, например, там по сканерам какой-то был, да. Вот, собственно, тут идет у меня проверка, что какой тип клиента. Вот. И так как тип клиента у меня контакт, то у меня обязательно должна быть фамилия. Дополнительные поля здесь я вынес. Можно ввести отчество, ну, обязательно телефон. Можно, кстати, бизнес-рулом сделать, чтобы было обязательно. И, собственно, e-mail. Вот. И после этого, получается, у меня в системе будет полноценный контакт с контактной информацией, по которому уже могут дальше продавцы отработать и запустить свой процесс продаж. И уже потом уже применять бизнес-процесс Flow. Вот. Значит, в мобильных приложениях, в телефоне и в планшете, да, такой же значок тоже есть, запуск TaskFlow. Мастер страниц также выглядит, поэтому здесь, ну, показывать отдельно как бы, ну, нет смысла. Вот. Собственно, по настройке могу вам еще показать, как они настраиваются. Сейчас. TaskFlow несутся решениями, все как положено. Так, вот я создал решение SmartTalks. Вот у меня здесь есть сущность Product Line, кастомная, да. Вот. И то, что я вам показывал, для того, чтобы работали TaskFlow, мне нужно было включить опцию Business Process Flow. И нужно было включить опцию Enable for Mobile. Вот. После этого она будет работать. И после того, как я это сделал, я потом в процессах, вот, при добавлении процесса, я здесь могу указывать Business Process Flow, мы выбираем. Вот, и выбираем тип TaskFlow. Соответственно, после этого мы здесь увидим сущности, на которых можно применить TaskFlow. Соответственно, если какой-то сущности нет, значит там нужно будет выполнить проверки, которые я ранее говорил. Вот. Ну и можем открыть существующий TaskFlow, посмотреть визуально еще раз мастер, как он выглядит. Да? Значит, вверху в меню управления, значит, мы можем активировать, деактивировать бизнес-рулы. Вот. Видите, вызывается окно бизнес-рулов, которые уже созданы в этом TaskFlow. Можно создать новый. Вот. И то, что я говорил, видите, вот есть опция Run Script даже.
То есть мы можем запустить скрипт, имя скрипта и код, который мы укажем, и он будет отрабатываться в виде скрипта. Ну и, соответственно, в бизнес-рулах те же самые управления, которые есть и в форме, блокировки, разблокировки полей, указание поля по умолчанию, значение, видимость, ну и так далее. Так. И, значит, еще хочу показать, где прикрепляется картинка. Визуально не видно. Вот даже вот если так смотреть, здесь нету кнопочки такой, да, изменить иконку, да. Вот, но когда мы развернем более подробно, да, то у нас есть имидж, да, вот такая вот маленькая ссылочка, вот, при нажатии которой можно загрузить картинку максимум до 5 мегабайт. Да. Ну, как мы видим, здесь я загружал Smart 141, вот, поэтому оно так отображается. Ну, собственно, и дальше мы видим, опять же таки, вот страницы, поля страницы, да, то есть можно лейбл, метку выносить на страницу, поля, вот, и можно делать секции выносить, вот все компоненты к управлению, которые есть, вот их немного, кстати. Вот. Ну и применять проверки и так далее. Вот. Собственно, у меня все. Если есть вопросы, готов выслушать и ответить. Ну, как и планировали. Всем спасибо. Презентация будет... сейчас посмотрим. Да.